Всем привет, ребят, и добро пожаловать на канал Na'Vi Valorant. Сегодня я вместе с Динксом и Дина расскажу вам про тир-лист агентов в патче 3.05, учитывая все последние изменения. Желаю вам приятного просмотра и давайте начинать. Наша команда — это сложный механизм. Каждая деталь должна быть совершенна. Нам нужна моментальная реакция, идеальная коммуникация и точность в каждом движении. Это и есть секрет победы. Так, ребят, всем еще раз привет. Салют. Приветики. В общем, сегодня будем с вами составлять тир-лист агентов на основе последнего патча 3.05. В принципе, будем начинать, наверное, по порядку, как они все расположены, и уже расставлять их по местам. В принципе, давайте начинать сразу же с брича. Как вы считаете вообще, куда его можно отнести? Учитывая, что вот в последнем патче у него теперь пробивной может ломать ульту Killjoy. По-моему, это достаточно значительное изменение. Я бы его в тира закинул, как минимум. Но основываясь Всё-таки на 2 соревновательном. флешки, а не 3. Да, да, Мгм. конечно. Да. Основываясь на компетитив сцене. Было Так. бы 3 флешки, тир бы 100% залетел. Угу. А ты, Миш, как думаешь? Я бы туда же бы его засунул. Сильный саппорт, сильная ульта, еще пробитие бафнули, это классно, это круто. Но флешки слишком вялые, слишком легко доджить, поэтому не дотягивает до тир-эс. Угу. Хорошо, я понял. Тогда тира, первый агент. Бримстоун, что можете по нему сказать? С ним особо ничего не делали уже в последнее время. Тир Да, он Д. уже как-то не в мете. Да, куда-нибудь пониже. Ну, Тир Д даже, да? Ну, сейчас, основываясь на компетитив сцене, он сейчас нигде вообще не использует его. Редко на бинде можно встретить. Ну да, вот раньше Наверное. на бинде играли, сейчас уже даже, по-моему, как-то больше астру берут. Тир Д, да, тир Д. Окей, короче, совсем слабенький. Так, ну дальше Сайфер. Что касательно Сайфера? Тир Б, тира, что-то такое среднее между этим. Ну вот ему ульту сделали Всё-таки. подешевле, по-моему, достаточно неплохо. Он где-то вот в середине, наверное, да? А на норму сделали дешевле? Нет, ну в плане 6. Вот у него А. сейчас. По прошлым изменениям еще. Все-таки тир А, думаю, за счет новой карты. Все-таки карта такая, что он там будет использоваться, скорее всего. А ты думаешь, он там будет больше использоваться, чем Killjoy, например, да? Я думаю, там можно будет 2 Sentinel играть, Killjoy и Cypher. Угу. Даже так. Так что тир А, да. Ты, Миша, как думаешь? Да, я тоже думаю тира. До тир-эс как-то, Ну да, не тир-эс это дотягивает. слишком. Но и не тир Б. да, В и принципе, точно не хороший тир Б, такой. слишком полезный. Окей, дальше Джетка. Тир С. Тир-эс. Это имба. Ну, это однозначно, потому что, да, в принципе, набивать скиллы везде подходит. Авик, тем более на новой карте, тоже, скорее всего, АВП надо будет по-любому играть, ну, в плане оператор. Поэтому Джетка, думаю, должна подойти. Окей, с ней быстро разобрались. А что по Омуну можете сказать? Я бы в тир Б засунул. Да, тир Б. Его так используют. С ним мало наработок можно сделать. Такой средненький уже перс. Может быть, в тир С его вообще. Че, смоки дороже стали, флешка дороже, по-моему. Ну, после того патча. Ну, То есть еще могут после докупать прошлого. надо. Да-да-да. Ну, Да не, мне кажется, тир Тир С это прям уже как-то слишком плохо, рыхло, да. да. Вот Ну ладно, Феникс, оставим. Феникс пусть в тир С сидит. Феникса в терце, думаете? А почему так? Но я бы туда бы его засунул. Почему Ну, так не самый слабо? лучший дуэлянт. Не знаю. Ну, редко его очень используют, супер редко. Угу. То есть лучше взять, условно, вместо Феникса какую-нибудь там Джетку, Рейс, Рейну, да? Да. Окей, Да. дальше вот как раз Рейс, что по ней скажете? Учитывая, что у нее в последнем патче как раз вот Бомбатрон сносит всего лишь 80 урона теперь, но стоит 300 кредитов. То есть можно брать на пистолетке с гастом, но дамага очень мало наносит. Ну, по мне так правильно забалансили. Типа, он теперь не ваншотит, но его же всегда использовали просто как дрон на инфу. Да, то есть он То есть больше с самими теперь как функциями он инфа. справляется. Мгм. Я бы в тира на самом деле оставил. Я бы тоже тира. Все-таки есть его эти на изменения- многих картах используют, да. Эти изменения особо вас не пугают. Нет. Не, мне наоборот нравится это изменение. Мне кажется, да, это, это, в принципе, правильно логично. забалансили. Но теперь, получается, может просто Джетка с оператором стоять и не бояться этого Бомбатрона вообще. То есть это такой жесткий нерф. Ну окей, тира. А дальше Сейдж. Сейдж тир Б, думаю. Вот так Куда-нибудь, даже. да, в тир Б. Почему так слабо? Ситуативная агентура. Раньше сага была очень-очень сильная. И вот ее фиксери, и вот как-то забалансили ее. Она играбельна, но при этом не АП. Да ее, в принципе, на все можно воткнуть, если
Но это, наверное, зависит от команды, которая... Если кто-то там не умеет играть на каком-то определенном герое, его можно просто повесить на сагу, и все, это будет как бы такой вот выбор. Хорошо, ну ладно, тогда в тир Б ее оставляем. Окей. А дальше сова. Я думаю, сова Тирес. Я бы в Тиресов Тирес засунул, да. плюс даже, наверное. Тут очевидно. Очень много полезной информации дает и дроном этим, и разведстрелой. И ульта полезная. Ну и ульта, тем более, да, что ульта теперь будет ломать так же, вот как, например, ульта Бримстоуна будет ломать растяжки Сайфера, нанобота Killjoy. То есть вряд ли это будет использоваться напрямую, вряд ли кто-то будет ультовать, чтобы сломать растяжки, но чисто как бонус дополнительный к этому Приятно. патчу. Да. Ну да. Окей, дальше Вайпер. Что по Вайперу Я можно думаю, сказать? Вайпер тир Б, наверное. Полезный агент, но опять же таки не на всех Не картах. на всех картах. Ну да. Сильный, если исполнять грамотно. И... Ну, наигрывать его надо долго и правильно. Мгм. Уметь это делать. Окей, тогда тир Б. А что по Рейне можете сказать? Ну, явно не С. Блин, что-то между А и Б, но в зависимости от исполнения. То есть это точно не С, не Ну, дотягивает. если Артур, то это Тирес 100%. Ну да, если какой-нибудь Тенс, Артур, как они исполняют, то да. А так, ну, А, наверное. Ну, ее Тира. больше всего берут на где? На айсбоксе, на сплите бывает. На Xbox, да, вместо Сентинела ее берут. Мгм. То Частенько. есть, ну, тоже не так, Второго много, кора. не так много карт, на которых ее пикают. Да. Так может все-таки тир Б? Тир Б. В зависимости от использования, я думаю, это тир Б. Так Ну ладно, мало кто что-то использует среднее. вообще. Ну да, тир Б пусть будет. Ну Что-то да. среднее. Окей, дальше Killjoy, у которой теперь турель раньше замедляла на 72%, ну, при попадании, теперь только на 30%. То есть почти в 2 раза меньше, даже чуть больше, чем в 2 раза. Как вам кажется, сильно это повлияет? Потому что раньше ты, например, на пистолетном раунде просто выходишь, турель начинает стрелять, юзают вот эти вот гранаты ее, и ты просто из них уже не можешь выйти из-за теггинга жесткого. То есть сейчас все будет не так сильно, но агент все равно достаточно крутой. Вот куда ее? Ну да, ничего, Killjoy твоя, ты решай. Я бы, конечно, в Тирес засунул до патча. А сейчас надо попробовать, пощупать. Я так думаю, Тира 100%. Ну да, тира 100%. Ну, наравне с Айфером, как минимум. Ну да. Окей, то есть S-A, короче. Ну, пусть будет ВА, учитывая вот эти вот последние изменения. Так, дальше Sky. Мне кажется, Тирес Скай. Да. Потому что может и как саппорта исполнять, как и второго кора исполнять, и там миллион инфы, моментальные флешечки, и классный ульт. Ты, Денис, как думаешь? Что-то между Тирес и Тир А, я думаю. Ну, вообще, да, она такая... Прикол не в том, что можно играть как бы и как дуэлянт, и как саппорта, да. То есть это очень круто. Ну и, в принципе, ее сейчас достаточно часто стали пикать. Да и винрейт с ней Ну да. хороший даже в матчмейкинге, поэтому да. Ну и флешки вот эти, которые теперь кдэшатся. По-моему, ее хотели как-то немного занерфить, а после вот предыдущих изменений флешки КД это прям очень надоедает, но и очень полезно, поэтому скорее Тирес, я соглашусь тут с вами. Ну, дальше Йору. Тир Д. Тир Грей. Ну тут да, тут что-то как-то Йору совсем никто не пикает. Ни в ММе особо, ни в соревновательном. Наверное, все-таки ТРД. Ну, ему будут какие-то изменения делать. Пока что, ладно, пока что пусть здесь сидит. Так, что можете сказать про Астру? Малышку Астру в Тирес бы засунул. Что-то между Тирес, Тира. Вообще очень крутой контроллер. Прям нереально за счет своих обилок. Что-то между Тирес и Тира, я думаю, да. Ну вот она именно на компетитив сцене больше подходит, потому что с ней, когда играешь, нужна прям хорошая коммуникация. В Да, ночке да, такое да. совсем не прокатывает. А так, да, агент, конечно, крутой. Ну тогда ставим ее в тир S, правильно? Да. Ну, можно в Тира засунуть, поскольку ей это там релоуд звезд 15 секунд. Сейчас после патча не будут давать дополнительную звезду каждый раунд. Можно ее подспустить с регонца. Ну ладно, тогда все-таки в тира, хорошо. Такс, и Кайо, что можете сказать про него? Ну, либо Кайо. С, либо Д. Я думаю, какой-нибудь Тир С. Мне на самом деле кажется, что его еще потенциал просто не раскрыли, как его правильно использовать. Также вот в первое время было и со Sky, когда она только вышла, за нее мало кто играл и толком не понимал, как играть, а сейчас она очень даже применима на многих картах. Так что я думаю, Кайо может быть со Может, временем, даже в если Б. что-то там поменять. Да не, ну не Б точно, но вот что-то, наверное, С, я думаю, да. Ну, в принципе, агент неплохой, но вот как ты говоришь, еще не привыкли к нему.
как минимум к Ну его да. флешкам, когда уже вот Мне выучат кажется, какие-то лайнапчики. Да, правильно использовать, если его начнут. Да. Хорошо, Будет очень даже хорошо. Мгм. Да, в принципе, в терце ему самое место тогда. Так, ну, в принципе, все. Ничего менять не хотите? Все правильно? Да, вроде все верно. Ну, хорошо, тогда, ребят, на этом все. Спасибо большое вам, что составили этот тир-лист. Спасибо всем, кто посмотрел ролик. У нас на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.